Глава 881. Техника ограничения паразитических демонов. Ох! В этот момент юноша Тумен отошел, тревожно вскрикнул и отскочил от куста на несколько шагов назад, падая на спину. Он выглядел совершенно ошеломленным. Что происходит? Члены племени Серой Цапли были шокированы при виде этого. Некоторые из них даже приготовили кинжалы. Не стоит действовать безрассудно. Тумен, что случилось? Инлу все еще сохранял спокойствие. Он увидел, что юноша был только напуган, но вовсе не пострадал. Лидер племени, там есть бессмертный. Он выглядит как, прежде чем юноша успел закончить, лазурный свет внезапно исчез из кустов и прервал его голодным фырканьем. Затем силуэт шагнул вперед и спросил, как что? Инлу и другие поспешно оглянулись. Человек, появившийся из кустов, был в белой одежде с совершенно обычным телосложением. Однако голова его была накрыта странным синим плащом, который скрывал его лицо. На поясе висели полные сумки для хранения, а на спине — деревянная коробка длиной в фут. Отдаю свое почтение бессмертному. Я лидер племени Серая Цапля, Инлу. Могу ли я узнать ваше уважаемое имя? Инлу, увидев появившийся силуэт, поспешно слез с лошади и поклонился человеку в белом халате, не осмеливаясь оскорбить его. Члены его племени сделали так же. Человек в белом халате осмотрел группу людей, Инлу, и холодно ответил: «Моя фамилия Хань. Племя Серой Цапли. Никогда прежде не слышал. Я культивировал в этом кусте. Зачем вы пришли сюда? Значит, вы бессмертный Хань. Мы действительно не знали, что вы здесь культивируете. Мы надеемся, что вы простите нас за беспокойство. Можем ли мы спросить, какое племя поклоняется вам, сэр?» Возможно, я знаком с этим племенем. Инлу почувствовал облегчение, узнав, что бессмертный не собирался нападать на них. Взгляд человека в белом халате дрогнул, и он равнодушно сказал: «Я только недавно закончил свое обучение и не присоединился к племени». «Вот. Значит, господин бессмертный не закреплен за племенем. Поскольку вы здесь одни, вам следует пойти в храм. День духовного освобождения случается только раз в 20 лет». Разумеется, бессмертный Хань не должен пропускать его. Услышав, что бессмертный не был закреплен за племенем, его тон стал еще более уважительным. «Верно», — ответил человек в белом халате. Затем он посмотрел на экипажи позади него и с любопытством спросил: «Вы едете в храм, чтобы вручить дань? Что-то не видно бессмертных, кто бы присмотрел за вами. Наше племя очень маленькое. Нам еще предстоит удержать бессмертных в наших рядах». Поэтому Инлу уважительно объяснил свою ситуацию. Он сразу же решил, что слова бессмертного были правдой. С чего ему так любопытствовать? Таким образом, Инлу внезапно почувствовал несколько затянувшихся мыслей, выдвинутых на передний план его разума. «Раз вы случайно наткнулись на меня, я просто забуду об этом. Уходите?» Немного поколебавшись, человек в белом халате махнул рукой, указывая, чтобы они уходили. Изначально Инлу боялся этого человека в белой одежде, но теперь он решил, что попросит его сопроводить их. Глубоко вдохнув, он вдруг улыбнулся и сказал: «Господин бессмертный, поскольку вы также хотите посетить храм, может, вы будете заинтересованы в том, чтобы сопроводить наше племя за плату. Если вы проводите нас, мы заплатим вам 20 духовных камней. Заплатите мне?» Человек в белом халате выглядел удивленным. «Верно», — честно ответил Инлу, «поскольку господин бессмертный идет в храм сам, вы можете пойти с нами. Из-за того, что у нас нет охраны бессмертного, боюсь, что мы не сможем безопасно добраться до храма. В конце концов, в пути слишком много опасностей. С вами, смертными, слишком медленно путешествовать. И 20 духовных камней — это человек в белых одеждах казался нерешительным. Инлу горько улыбнулся и сказал: «Если вы, господин бессмертный, согласится, я готов заплатить 25 духовных камней. Буду честен, наше племя Серой Цапли невелико. Это максимум, которым мы можем заплатить вам». Человек в белом халате улыбнулся в ответ. 25 духовных камней — это хорошая сумма, но не хотите ли вы спросить меня о моем ранге, прежде чем называть свою цену? Возможно, я нахожусь только на 3-м или 2-м уровне стадии уплотнения Ци и не смогу возможности защитить вас. Инлу рассмеялся и сказал: «Господин бессмертный шутит. Хотя у меня нет духовных корней, я получил большой опыт во время священной войны. Свет, который вы испускаете, не то, что может производить бессмертный на 3-м уровне стадии уплотнения Ци». Недолго думая, человек в белой одежде сказал: «Хорошо. Поскольку вы так искренни, то я буду путешествовать с вами. Однако сначала я возьму половину духовных камней».
Как только мы приедем, вы можете заплатить мне вторую половину. Разумеется, вот духовные камни, господин Бессмертный. Инлу был доволен его ответом и похлопал по мантии, чтобы достать небольшую сумку. Затем он выбрал несколько духовных камней и быстро передал их человеку в белом халате. После того, как человек в белой одежде взял духовные камни, они исчезли во вспышке света. Молодежь племени вскрикнула от удивления при виде этого. «Что? Вы никогда раньше не видели сумки для хранения?» Удивился человек в белом. «Господин Бессмертный, у нашей молодежи нет большого опыта общения с бессмертными», смущенно сказал Инлу. Вот как человек в белом халате кивнул с пониманием, а затем взглянул на повозки. Поскольку в прошлом Инлу много общался с бессмертными, он немедленно закричал: «Быстро приготовьте лучшую повозку для бессмертного Ханя и позвольте ему медитировать. Поторопитесь». Услышав приказ своего лидера, молодые люди пришли в себя и полностью разгрузили одну из повозок, сложив груз на другие. Когда повозка была полностью разгружена, человек в белой одежде взглянул на Инлу и сказал: «Спасибо за внимание. Я буду отдыхать в повозке. Зовите меня, если что-нибудь случится, а поскольку я культивирую, нет необходимости беспокоить меня в мирное время». Конечно, я буду иметь это в виду. Инлу поклонился с широкой улыбкой на лице. Человек в белой одежде кивнул и быстро подошел к карете, но, сделав несколько шагов, неожиданно повернулся к юноше по имени Тумен и холодно сказал: «Ты видел мое лицо? Я не хочу, чтобы распространились какие-либо слухи, поэтому тебе лучше помалкивать об этом». Сказав это, он забрался в повозку, закрыв шторы за собой. Лицо Тумена стало смертельно бледным. Хотя человек в белой одежде уже вошел в повозку, юноша все еще не мог прийти в себя. Инлу громко крикнул: «Так как с нами теперь Бессмертный, мы можем путешествовать в безопасности. Вперед!» Затем он повернулся к молодой женщине рядом с ним и сказал: «Иншань, следуй за повозкой Бессмертного, вдруг у него будут какие-либо пожелания. Служи ему хорошо». Услышав это, молодая женщина радостно согласилась, зная, что он имел в виду. Пока другие юноши покатили повозки вперед, перешептываясь между собой. Хотя были бессмертные, которые занимались делами от имени племени, они сразу же уходили, закончив их. У них не было возможности увидеть или поговорить с бессмертным. Естественно, что сейчас они были переполнены любопытством. Спрятанный внутри крытой повозки, человек в белом халате сидел, скрестив ноги, без единого движения. «Малыш Хань, кажется, техника, которую ты использовал на этого члена парящего племени, немного напугала его. Возможно, в будущем ему будут сниться кошмары, хе-хе». Из глубины разума человека в белых одеждах заговорил пожилой голос, в котором звучало злорадство. Человек в белом халате проигнорировал его и спросил: «Старший, неужели техника ограничения паразитических демонов действительно эффективна? Я не хочу стать монстром, который будет знать, до того, как найду способ развеять эту зловещую ци». «Будь спокоен», — лениво сказал старый голос. «Хотя эту секретную технику создал я, чтобы рассеять негативную реакцию техники великого развития, она одинаково полезна и для сдерживания зловещей ци. Тем не менее, я должен предупредить тебя, паразитические демоны не только ограничивают твою смертельную ци, но они также ограничивают твою культивацию. Твой нынешний уровень культивации находится на уровне средней стадии заложения основ, но ты должен помнить, что ты не можешь опрометчиво использовать свою магическую силу каким-либо образом». Человек в белом халате угрюмо сказал: «Разумеется, но я не думал, что побочная реакция ци произойдет гораздо быстрее, чем ты ожидал. И его насильственная природа была намного хуже, чем я слышал». Старик фыркнул и сказал: «Не то чтобы я угадал неправильно, просто тебе пришлось сражаться с другими культиваторами, прежде чем тебе удалось рассеять свою зловещую ци. Кроме того, ты сильно повредил свою жизненную силу и чуть не умер. Вполне естественно, что зловещая ци дала побочную реакцию. Что касается силы ее реакции, то это зависит от того, какое количество зловещей ци собралось в твоем теле. Если бы не тот факт, что ты помогаешь мне создать мою великую марионетку, я бы не стал помогать тебе. Излишне говорить, что это были Ханьли и монарх расщепления души». Глава 882. Немыслимое бедствие. Прошло полгода с тех пор, как Ханьли покинул секту дрейфующего облака. Покинув небесный южный регион, он вошел в долину Маулани, тщательно скрыв свою личность и уровень культивации. Сначала все шло гладко, он притворился свободным культиватором и побывал во многих племенах Маулани, даже обменивался опытом с культиваторами парящих племен. Но после того, как он пересек большую часть долины и прибыл на юг, на него обрушилось немыслимое бедствие.
В пустынной местности, далеко от парящих племен, он выпустил своих золотых прожорливых жуков и собирался подготовить свою самую сильную группу жуков к размножению, как вдруг на Хань Ли наткнулся старейшина парящего племени средней стадии зарождающейся души, который преследовал демоническую птицу. Кроме того, старейшина парящих племен также контролировал одного полностью эволюционировавшего золотого прожорливого жука. Поскольку радужная трава была очень удобной для созревания растений, и с Хань Ли ничего в прошлом не случалось, когда он ее использовал, Хань Ли стал небрежным. Без высокорангового ограничительного заклинания старейшина парящих племен увидел рой Хань Ли. Старейшина парящих племен был шокирован, увидев около 10 тысяч золотых прожорливых жуков вокруг Хань Ли. Он тут же забросил погоню и немедленно потребовал, чтобы Хань Ли последовал за ним к какой-то священной женщине. Хань Ли не мог согласиться с такими условиями и собрался убить его. Он быстро использовал несколько великих способностей вместе со своей второй зарождающейся душой и уничтожил физическое тело культиватора. Но Хань Ли затем мрачно обнаружил, что старейшина парящих племен культивировал очень странную технику. Он смог разделить свою зарождающуюся душу на 7 частей, каждая из которых умело уклонялась. В момент небрежности Хань Ли позволил одной из них сбежать. Тогда Хань Ли понял, что он потревожил пчелиный улей. Недолго думая, Хань Ли бросился бежать на юг. Но используя какой-то неизвестный метод, Хань Ли внезапно обнаружил, что несколько культиваторов зарождающейся души парящих племен начали преследовать его через несколько дней. Среди них был даже один культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Хань Ли неоднократно участвовал в нескольких битвах и убил нескольких высокоранговых культиваторов, но культиватор на поздней стадии зарождающейся души нанес сильный удар по Хань Ли, когда он отвлекся. Если бы не бесчисленное количество тысячелетнего духовного молока и кровавого теневого уклонения, Хань Ли вряд ли бы выжил. Хотя ему удалось временно уклониться от преследования с помощью этих мер, Хань Ли неожиданно обнаружил нечто жуткое, что произошло с его телом. Возможно, из-за потери силы и травм в постоянных сражениях в его теле активировался побочный эффект зловещей ци. К счастью, он смог увидеть это заранее своим мощным духовным чутьем и использовал секретные методы, чтобы насильно подавить это. Это только ухудшило ситуацию. Поневоле ему пришлось просить монарха расщепления души помочь в этой опасной ситуации. Будучи старым эксцентриком, который жил более 10 тысяч лет, монарх расщепления души тут же передал Хань Ли печать ограничения демонических паразитов, чтобы временно запечатать смертельную ци. Однако последствия были огромными. Прежде чем он сможет найти способ распустить зловещую ци, ему нужно будет запечатать демонических паразитов поврежденной ци в его теле. Печать содержит в себе большую часть его смертной ци и уровня культивации. Если бы он в это время безрассудно использовал свою магическую силу, демонические паразиты и зловещая ци совместно бы активировали побочный эффект. Хань Ли был полностью осведомлен о последствиях этой техники и не решался ее использовать. Но, уклонившись от преследования, побочный эффект зловещей ци в его теле стал сильнее, чем раньше. В момент отчаяния он поспешно приземлился в кустарнике и, не успев даже установить защитную формацию, использовал печать ограничения демонических паразитов, поскольку у него не было другого выхода. Когда появился Ин Лу, Хань Ли находился на последней стадии применения техники. Юноша Му Тен пробрался к кустарнику, на лице Хань Ли появилось лицо одного из 5 демонического паразита, запечатанных внутри него. Очевидно, именно это и напугало юношу. В настоящее время юноша считал, что лицо призрака — это истинная внешность Хань Ли. С этой мыслью Хань Ли не мог удержаться от смеха. Хотя я временно могу сдерживать зловещую ци, подавляющее большинство моей культивации запечатано. К счастью, я провожу этих смертных в храм бесконечного неба. По дороге ничего не должно случиться, пробормотал Хань Ли. Монарх расщепления души холодно рассмеялся и сказал: хотя твоя культивация запечатан, и ты не можешь использовать свои древние сокровища и летающие мечи, ты все равно можешь использовать своих золотых прожорливых жуков и вторую зарождающуюся душу. Однако, перед уходом ты отдал свои марионетки стадии зарождающейся души своему старшему боевому брату Лу, а остальные марионетки стадии формирования ядра — той наложнице. Эти марионетки были бы сейчас весьма кстати. Хань Ли равнодушно сказал: я не знал, когда смогу вернуться в небесный южный регион, поэтому я оставил марионеток на случай непредвиденных обстоятельств. Даже если в скором времени погибнет старший боевой брат Чен, у Лу Ло будет марионетка на стадии зарождающейся души. Му Пелин также будет в безопасности благодаря марионеточным черепахам, которые я ей дал. В противном случае я бы почувствовал себя неловко, отправившись к Великую империю Цзинь, в этом случае пеняй на себя, с неодобрением сказал монарх расщепления души. Немного помолчав, лицо Хань Ли дрогнуло, и он спросил: есть ли какой-нибудь способ временно растворить ограничение демонических паразитов после его установки? У моих золотых прожорливых жуков и второй зарождающейся души, конечно, не должно быть проблем с противниками на стадии формирования ядра, но будет опасно, если я столкнусь с врагом на стадии зарождающейся души.
Я не знаю, сколько потребуется времени, прежде чем я найду способ распустить мою смертную ци. Временно расторгнуть печать. Монарх расщепления души на мгновение замолчал, затем медленно ответил. Это может быть невозможно для других, но с твоим количеством сокровищ вполне может быть. Однако обойдется это тебе недешево. Что это значит? Если это никак не повлияет на уровень моей культивации, я готов на что угодно. Это лучше, чем умереть. В таком случае все довольно просто. Каждый раз, когда ты захочешь снять печать, потребуется 2 капли тысячелетнего духовного молока. Я дам тебе другой набор секретных техник, чтобы освободить демонических паразитов и временно выпустить смертную ци. Согласно существующим обстоятельствам, твоя магическая сила будет восстановлена на 2 часа. По истечении этого времени демонические паразиты полностью поглотят тысячелетнее духовное молоко, и твоя магическая сила снова будет запечатана. И каждый раз, когда снимается печать, зловещая ци будет забирать часть твоей души. Через определенное количество раз даже демонические паразиты не смогут сдержать побочный эффект зловещей ци. Несмотря на то, что тысячелетнее духовное молоко очень ценно, оно не так ценно, как моя собственная жизнь, но усугубить побочный эффект зловещей ци нельзя ни в коем случае. Не вызовет ли это каких-либо проблем в будущем после того, как я рассею зловещую ци? Безусловно, будут проблемы после высвободишь зловещую ци. В твоем нынешнем состоянии ты сможешь снять печать только 5 или 6 раз, пока демонические паразиты не потеряют контроль. Ты сам должен решать, что ты теряешь. Тут и думать ни о чем, решительно сказал Ханли, я буду использовать это только в вопросах жизни и смерти. Может, ты передашь мне эту технику? Я скажу заклинание только 1 раз, так что запомни его правильно. Монарх расщепления души произнес заклинание для этой техники. Ханли закрыл глаза и сохранил его в памяти. Затем он открыл глаза и спокойно сказал, «Хорошо, похоже, эта техника не очень сложная. Я должен быть в состоянии использовать ее после того, как потрачу несколько дней на понимание». Конечно. Это всего лишь распространенная техника снятия печатей. Но, малыш Хань, ты действительно планируешь следовать за этими смертными в храм бесконечного неба? С любопытством спросил монарх. Конечно, ты знаешь, что это событие привлечет многих культиваторов парящих племен. Старший, ты слышал о пословице, что самые опасные районы на самом деле самые безопасные. И если бы я искренне хотел скрыть себя, то уверен, что смогу оставаться скрытым в течение некоторого времени, но со зловещей ци в моем теле мне нужно было бы срочно поторопиться в Великую империю Цзинь. Что касается моих преследователей, они будут искать повсюду одиноких путешественников, таких как я. В таком случае для меня было бы лучше пообщаться с культиваторами возле храма. Поскольку там много культиваторов, они не смогут взглянуть на них всех. И учитывая, что я уже прожил несколько месяцев в долине Мауланей, я уверен, что смогу замаскироваться как низкоранговый культиватор. В любом случае, храм просто находится в направлении Великой империи Цзинь. Кажется, я просто был навязчивым, поскольку у тебя уже есть план. Монарх расщепления души хихикнул и больше ничего не сказал. Услышав это, Ханли вздохнул и спросил, «Серебряная луна, как ты? В этой последней битве ты тоже получила тяжелые травмы». «Большое спасибо за вашу заботу», — ответила она слабым голосом. «Поскольку я артефактный дух, раны не сильно меня затрагивают, но моя лиса получила значительный урон, и ее нельзя использовать, чтобы помочь мастеру какое-то время». Почувствовав облегчение, Ханли мягко ответил, «Это не важно. В будущем я буду действовать осторожно, поэтому тебе не нужно предпринимать никаких действий. Не торопитесь и поправляйся как следует». «Да, мастер», — ответив, казалось, из последних сил, Серебряная луна не сказала больше ни слова. Ханли криво усмехнулся. Ханли немного помедитировал в карете, а затем провел рукой по сумке для хранения, вытащив оттуда нефритовую коробку длиной в фут. Несколько белых сверкающих талисманов были прикреплены к коробке, запечатывая ее. Затем Ханли погладил талисманы на нефритовой коробке пальцами с дрожащим выражением лица. Глава 883. Другая перспектива. В тот день, когда Ханли уничтожил тело культиватора средней стадии зарождающейся души из парящих племен, части его зарождающейся души удалось сбежать, но его полностью эволюционировавший золотой прожорливый жук остался. Поскольку Ханли знал характеристики этого жука, он легко запечатал его своей второй зарождающейся душой и поместил в нефритовую коробку. Изначально он планировал дождаться безопасное время, чтобы исследовать различия между зрелым золотым прожорливым жуком и его жуками, но, учитывая то, что уровень его культивации значительно упал, ему нужно было как можно скорее справиться с насекомым.
Если бы способности зрелого золотого прожорливого жука оказались намного больше, чем он первоначально ожидал, и жук бы вырвался из ограничительного заклинания, то ему было бы достаточно проблематично справиться с ним из-за его нынешнего уровня культивации, поскольку он не смог бы сдержать его. Таким образом, Хань Ли глубоко вздохнул и внезапно щелкнул рукой, выпустив несколько разноцветных флагов формации на своей ладони. Легким движением пальцев флаги формации рассеялись и образовали ограничительный барьер, окруживший карету. Хань Ли положил нефритовую коробку на колено и медленно закрыл глаза. Вспыхнул черный свет, и на его голове появилась темно-зеленая зарождающаяся душа. Зарождающая душа потерла руки и призвала угольно-черный инский рассеивающий флаг. Поскольку он передал флаг своей второй зарождающейся душе для усовершенствования, это было единственное магическое сокровище, которое смогло избежать печати ограничения демонических паразитов. Золотые прожорливые жуки не могли пострадать от жары или холода, и их нельзя было убить обычными мечами. Единственный способ, которым он в настоящее время мог убить их, дьявольские головы инской сущности из флага. Технику их создания он приобрел у зарождающейся души старейшины секты рассеивающейся инь. Конечно, стирание печати души на зрелом золотом прожорливой жуке нельзя было сделать за короткий промежуток времени. По правде говоря, если бы мастер золотых прожорливых жуков погиб, а не был сильно ослаблен, он не осмелился бы сделать попытку. Он был невероятно осторожен со зрелым золотым прожорливых жуком и поэтому установил несколько ограничительных заклинаний, боясь, что жук их разрушит. Затем темно-зеленая зарождающаяся душа взмахнула маленьким флагом над головой, и над ней появилось облако дьявольской ци длиной в фут. Зарождающая душа прыгнула вперед и исчезла в облаке, а затем облако спустилось вниз и обернулось вокруг нефритовой коробки. Постепенно тихое гудение внутри нефритовой коробки стало все громче и громче. Дьявольское облако, окутавшее нефритовую коробку, стало раскачиваться, а гудение стало оглушающей, однако Хань Ли это ничуть не беспокоило. Он неподвижно сидел, сделав жест заклинания. С этими ограничительными заклинаниями он не боялся ни жужжания, ни того, что племя серой цапли услышит его снаружи. Он просто вытянул первичную душу жука. Начался трудный процесс усовершенствования. Члены племени серой цапли очень интересовались бессмертным Ханем, но с тех пор, как он к ним присоединился, никто не беспокоил его. Лидер клана Инлу строго-настрого запретил кому-либо мешать культивации бессмертного, к большому разочарованию многих молодых людей. 10 дней спустя они нашли стаю диких коз в каньоне и начали на них охоту. Спустя полмесяца ничего необычного не произошло, к большому облегчению Инлу. Еще через несколько дней они прибыли в безопасное место для отдыха. Храмы Бесконечного Неба с помощью магической силы устанавливали поблизости временный лагерь, особенно в качестве остановок для отдыха любых проходящих племен. По истечении дня духовного освобождения эти остановки для отдыха рассеивали. Не успел Инлу подумать о чем-то своем, как вдруг послышался странный звук, и он неосознанно поднял голову. Это была полоса ослепительного белого света, пронесшаяся мимо них. В полоске света можно было разглядеть силуэт, но он исчез мгновение спустя. Инлу и молодые люди при виде этого загудели. Инлу нахмурился и почувствовал некоторое беспокойство. Из своего опыта в прошлой священной войне эти световые полоски принадлежали бессмертным. Такое редко можно было встретить, поскольку высокоранговые культиваторы летали достаточно высоко, так что смертные не могли их видеть. Если он правильно помнил, за последние несколько дней он увидел 4 световых полоски, что летели на небольшой высоте. Неужели за последние несколько дней произошло нечто важное? Несмотря на недоумение, старик почувствовал облегчение. С высокоранговыми бессмертными, патрулирующими небеса, они должны быть безопасными в настоящее время. Немного подумав, Инлу громко крикнул сопровождающего за ним и призвал их увеличить скорости. Незаметно для Инлу белый свет на самом деле пронесся по периметру в 50 километров на небольшой высоте, а затем направился на юг. Полоска красного света неподалеку пролетела в его направлении. Когда 2 полосы света встретились, их свет исчез, обнажив мужчину средних лет в одежде из желтого меха и красивую женщину лет 25, одетую во дворцовый халат. Мужчина средних лет поприветствовал женщину первым и сказал: «Значит, это бессмертная Сю. Я не обнаружил ничего странного на моей территории. У тебя что? Брат Ли, разве похоже, я что-то нашла?» Холодно сказала женщина. Мужчина средних лет вздохнул с тревожным выражением на лице и сказал: «За последние несколько дней мы уже обыскали участок в 1000 километров, но не нашли его следов. Даже если его техники маскировки настолько выдающиеся, мы определенно смогли бы найти его следы благодаря нашему уровню культивации. Может, нам допросить экипажа зданию, что путешествует внизу?»
Кажется, бессмертный ли поддался на искушение этой наградой, но стоит ли таблетка ядовитого дракона твоей жизни? Холодно усмехнувшись, сказала женщина. Мужчина средних лет остановился на мгновение, а затем с недоумением спросил, что это значит. «Неужели тебе это не интересно?» Женщина не стала прямо отвечать на вопрос, а вместо этого равнодушно спросила, когда брат ли получил миссию, что тебе сказали старейшины зарождающейся души. Немного поколебавшись, мужчина средних лет честно ответил: «Мой начальник сказал мне, что в наших бесконечных небесных равнинах появился чужеземный культиватор зарождающейся души. Он также тяжело ранил одного из наших старейшин. Таким образом, его нужно схватить живым. Учитывая, что он ранен, такие культиваторы, как мы, сможем схватить его». Женщина фыркнула и с насмешкой сказала: «Брат ли, из-за того, что ты опоздал, ты мало знаешь о ситуации. Я бы на твоем месте не стала искать этого чужеземца. Раз ты так сказала, значит, на то есть причина. Можешь сказать, почему?» Настороженно спросил мужчина средних лет. Немного помолчав, женщина вздохнула и сказала: «Мы знаем друг друга много лет. Я скажу тебе правду и не позволю погибнуть по глупости. Я прибыла раньше и услышала кое-какую информацию об этом чужеземце от одного из старейшин. Это правда, что он находится на стадии зарождающейся души и что он тяжело ранен, но тот, кто ранил его, не был обычным культиватором зарождающейся души, а был одним из великих бессмертных». «Что? Его ранил великий бессмертный?» Мужчина был в шоке. «Так и есть. Я также слышала, что великий бессмертный смог начать успешную скрытную атаку на чужеземца, когда его окружили множество других старейшин. До этого он уже убил 3 бессмертных ранга зарождающейся души. Стоит сказать, что этот человек обладал чрезвычайно порочными способностями, и их атаки на него не действовали. Несмотря на то, что он тяжело ранен, что он смог сбежать из великого бессмертного с помощью секретной техники. Насколько я понимаю, этот чужеземец по силе, вероятно, может сравниться с нашим великим бессмертным. В этом случае он сможет легко убить 2 жалких культиваторов стадии формирования ядра, таких как мы, независимо от того, как сильно он ранен. Я не хочу потерять свою жизнь из-за таблетки ядовитого дракона». Затем женщина продолжила с мрачным выражением на лице: «И, насколько я понимаю, бессмертные зарождающиеся души, которые отправили нас, скорее всего, отправили нас на смерть. Разве они не применяли технику наведения души на каждого, прежде чем отправить нас на поиски? Они сказали, что они смогут найти нас, когда мы будем в опасности, но они, скорее всего, просто используют нас, чтобы напугать его. Затем, когда мы погибнем, они используют технику наведения души, чтобы выследить его». Мужчина средних лет почувствовал, как у него перехватило дыхание, и в бешеной тревоге произнес: «Они на самом деле решили использовать нас как пушечное мясо. Что нам делать?» «Все просто», — сказала женщина, — «разве мы уже не осмотрели этот район? Нет необходимости идти дальше. Поскольку мы можем отчитаться перед начальством, дальнейшей опасности нет. Если кто-то другой найдет чужестранца, будет хорошо, и неважно, если его не найдут. Затем, когда наступит день духовного освобождения, все бессмертные отправятся в храмы, чтобы выразить свое почтение. Нас также туда призовут». Немного поколебавшись, мужчина решительно сказал: «Хочешь сказать, что, хотя таблетка ядовитого дракона очень ценная, я с большей вероятностью потеряю свою жизнь в этом процессе? Большое спасибо за объяснение, бессмертная Сю». Женщина улыбнулась и сказала: «Отлично. Теперь давай просто отдохнем в лагере. В последние несколько дней многие племена принесли свою дань. Возможно, мы сможем найти то, что нам нужно заранее. Затем мы можем периодически проводить новый поиск каждые несколько дней, просматривая дань». Разумеется, мужчина средних лет не возражал. Вскоре красная и белая полоски света полетели прямо на юг. Глава 884. Демонический труп насекомого. В запечатанной комнате стоял 3-метровый стол для подношений, окруженный дюжиной разноцветных флагов формации. Флаги светились ярким светом, образуя временное заклинание. На столе также стояла темно-зеленая пластина формации, окруженная волнами зеленой ци. Посреди волн зеленой ци можно было разглядеть фигуру зарождающейся души, которая сидела, скрестив ноги, и, казалось, вдыхала и выдыхала дым, словно что-то культивируя. В углах запечатанной комнаты сидели 4 старика со скрещенными ногами, каждый из них держал в руках магический темно-зеленый флаг. Флаги были направлены на круглую пластинку в центре комнаты и выпускали слабые нити зеленого дыма, которые медленно распространялись к пластине. Эта странная сцена выглядела так, как будто была нарисована. В комнате было совершенно тихо.
Спустя неизвестный промежуток времени 4 стариков, по-видимому, устали, а зарождающаяся душа в зеленом тумане стала более устойчивой и ясной. Рыжеволосый старик, сидящий в одном из углов, убрал флаг и встал со словами: «Я благодарен вам, друзья-даосисты, за вашу усердную работу. Через несколько дней младший боевой брат Гуй будет здоров». Как только он сказал это, остальные также убрали свои магические флаги. Бледный безбородый старик поспешно ответил на приветствие с улыбкой на лице: «Нет необходимости, чтобы брат Хун был таким вежливым. Я знаю брата Гая много лет, помочь ему для меня вполне естественно». Затем рыжеволосый старик бросил короткий взгляд на зарождающуюся душу, сидевшую со скрещенными ногами, и искренне сказал: «Неважно, как об этом сказать, мой младший боевой брат, и я всегда будем помнить эту доброту». Бледный старик усмехнулся и сказал: «Не будь таким формальным, господин даосист Хун». Рыжее лицо старика стало мрачным. «Верно. Мы оказались в ловушке здесь с самого начала, чтобы помочь бессмертному Гую из-за потери его зарождающейся души. У нас нет информации о чужеземном культиваторе. Мы все знаем, как редко золотые прожорливые жуки откладывают яйца. Сложно поверить, что есть в этом мире те, кто способен контролировать более 10 тысяч жуков. Я не успел присоединиться к битве, чтобы поймать чужеземца. Судя по тому, что он убил 3 бессмертных стадий зарождающейся души, он ужасен». Когда он сказал это, остальные в ужасе переглянулись между собой. Бледный старик вздохнул и сказал: «Неужели есть столь грозный человек? Помимо его золотых прожорливых жуков, он также может выпускать фиолетовое пламя и золотую молнию. Из первой группы бессмертных, кто блокировали его путь, 2 погибли от этих техник. Золотая молния захватила зарождающуюся душу бессмертного, и пурпурное пламя с легкостью уничтожило ее. Второй бессмертный тоже умер, несмотря на то, насколько осторожным он был бы. Кроме этого, он контролирует страшные магические сокровища», добавил пухлый старик. «У него есть странный набор из 60 или 70 летающих лазурных мечей, лезвия которых невероятно острые. Множество сокровищ были уничтожены ими. А из-за той жуткой пары крыльев на его спине, благодаря которой он способен молниеносно передвигаться, его невозможно поймать. Брат Хун будет смеяться, но когда мы 7 окружили его, наши спины обливались потом от огромного страха смерти. Как раз, когда мы собирались отступать, один из великих старейшин вовремя отреагировал на наши вызовы и напал на него с тыла, тяжело ранив ладонью вечного бессмертия. После того, как чужеземец был ранен, он мгновенно превратился в багровое пятно и пробил окружение. Мы пытались использовать наше духовное чутье, чтобы найти его, но мы не смогли найти ни единого его следа. Великий старейшина объяснил, что этот человек уже сбежал за сотни километров, и в результате мы не смогли преследовать его». Рыжий старик спросил с мрачным выражением на лице: «Неужели этот человек является знаменитым высокоранговым культиватором из одной из великих сект Великой Империи Цзинь?» Неудивительно, что только одной из 6 частей души младшего боевого брата Гуя удалось сбежать. Брату Хуну не нужно беспокоиться. Вы должны знать могущество ладони вечного бессмертия. Даже если этот человек сбежал, его рана сильно повредила уровень его культивации. Нет необходимости бояться его. Кроме того, гость, сопровождавший святую из Великой Империи Цзинь, живет в близлежащем храме Бесконечного Неба. Если этот человек — культиватор из Великой Империи Цзинь, гость должен знать о его странных способностях. Мы сможем лучше разобраться с этим культиватором после того, как выясним, как с ним бороться. Даже если этот человек действительно культиватор из могущественной секты Великой Империи Цзинь, великие старейшины не дадут ему уйти после того, как он убил стольких наших бессмертных. Кроме того, его методы разведения такого огромного количества золотых прожорливых жуков также нужно изучить, сказал бледный старик с ноткой сожаления в голосе. Похоже, он немного пострадал в битве с Ханли. «Надеюсь, что так», — пробормотал рыжеволосый старик, но, к счастью, золотые прожорливые жуки культиватора еще не полностью эволюционировали. Иначе он заставил бы отступить даже 4 великих старейшин, если бы освободил 10 тысяч жуков. Другие старики, услышав это, переглянулись между собой с горькой улыбкой на лице. Будучи бессмертными парящими племенами, они, естественно, знали мощь полностью зрелых золотых прожорливых жуков. Пока старики в комнате чувствовали себя непринужденно, зарождающая душа, сидящая со скрещенными ногами в зеленом тумане, внезапно издала пронзительный вопль, схватившись за голову от боли. Ее тело было словно на грани рассеяния. «Нехорошо. Все, быстро действуйте!» Тревожно вскрикнул рыжеволосый старик. Другие, увидев, что происходит, сразу же поняли, что дела плохи, и вызвали магические флаги. Под контролем их заклинаний 4 облака зеленого тумана прорвались к центру комнаты и окутали зарождающуюся душу, пытаясь восстановить ее.
Время шло медленно, пока 4 стариков собрали свою мощь, и крики изнутри зеленого тумана постепенно затихли. Мгновение спустя зарождающаяся душа снова спокойно сидела, скрестив ноги, пытаясь поглотить зеленый туман изо всех сил. Спустя неизвестный промежуток времени зарождающаяся душа заговорила тихим голосом, словно пытаясь отдышаться. Большое спасибо за вашу помощь. Я в порядке сейчас. Вы можете остановиться. Услышав это, 4 стариков вздохнули с облегчением и прекратили использовать флаги. По правде говоря, они уже переусердствовали. Хотя они все еще были в состоянии заставить себя продолжать, их жизненная и магическая силы пострадали бы в результате этого. Бледный старик невольно спросил: «Брат Гуй, что заставило твою зарождающуюся душу снова рассеяться?» «Это чрезвычайно опасно». Зарождающаяся душа стиснула зубы и сказала: «Господа даосисты, пожалуйста, не волнуйтесь. Больше ничего не произойдет. Просто моя связь с моим золотым прожорливым жуком была разорвана. Мое духовное чутье было затронуто». Рыжий старик почувствовал, как его сердце ушло в пятки, и он тревожно спросил: «Что?» Золотой прожорливый жук погиб. Как он это сделал? Зрелые золотые прожорливые жуки практически неуязвимы. Разве можно было его так легко уничтожить? Немного подумав, бледный старик сказал: «В этом нет ничего странного. Без брата Гуя, который лично командовал ими, их уничтожение было неизбежным. В конце концов, есть несколько высокоранговых техник дьявольского да, способных наносить удары непосредственно в их души, не нанося ударов по их телу». «Что? Значит, тот человек — культиватор дьявольского да?» Нерешительно сказал 4-й морщинистый старик, но когда мы впервые сражались с ним, большинство его техники не были похожи на техники дьявольского да. Как только это было сказано, все культиваторы тревожно переглянулись между собой, а в комнате зависла тишина. Тем временем в далеком месте Хань Ли глубоко вдохнул в экипаже. Он почувствовал облегчение в своем сердце. За полмесяца непрерывных усилий ему в конечном итоге удалось стереть душу в зрелом золотом прожорливой жуке и впитать ее в флагом рассеивающейся инь. За это время племя серой цапли ни разу не потревожило его, к большому удивлению Ханьли. Конечно, он не знал, что чуть не уничтожил культиватора золотого прожорливого жука в тот момент, когда уничтожил душу жука. Взмахнув рукой, он схватился за черную дьявольскую ци перед собой. В порыве ветра маленький черный флаг вылетел из тумана в его руку. Оставшийся черный туман взвелся и превратился в темно-зеленую зарождающуюся душу. Она держала в руке огромного сверкающего золотого жука. Под зарождающейся душой была белая нефритовая коробка со всеми снятыми печатями. Ханьли возился с маленьким флажком в руке и взглянул на золотого жука. Жук был длиной в полфута и имел пару злобных клыков длиной в дюйм вместе. Он был в несколько раз больше, чем его золотые прожорливые жуки. Однако жук был совершенно бездушен и не обладал энергией. Подумав, он протянул руку к флагу рассеивающейся инь, и из нее вылетел шар зеленого света размером с кулак, который сделал круг и опустился на жука. Мягкий зеленый свет выглядел точно так же, как зрелый золотой прожорливый жук, но он был меньше, а его тело было окрашено в черный цвет с блестящими алыми глазами. Вперед! Ханьли указал на него, и душа золотого прожорливого жука вонзилась в свое первоначальное тело в полоски черного света. Золотой жук внезапно вспыхнул ярким багровым светом, и тот развернул свои крылья, сделав круг вокруг второй зарождающейся души Хантли. С довольным выражением на лице Ханьли пробормотал: «Если я правильно угадал, мне стоит считать этого насекомого усовершенствованным демоническим трупом. Хотя он слабее, чем оригинал, он все равно должен быть исключительно мощным. Если я захочу по-настоящему контролировать его, мне придется усовершенствовать его с дьявольской ци». Глава 885. Обезьяногрифы. В нынешней ситуации Ханьли это свирепое насекомое будет очень полезно для его защиты. Ханьли влил магическую силу в флаг, и тот вырос в несколько раз. Золотой прожорливый жук сделал круг в воздухе и приземлился на флаг. Черная ци взметнулась из флага, а затем жук исчез без следа. Затем Ханьли бросил флаг своей второй зарождающейся душе, и она со смехом открыла рот, поглотив флаг рассеивающейся инь своим телом. Затем во вспышке света зарождающаяся душа исчезла в макушке головы Ханьли. Ханьли глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он начал постигать технику снятия печати ограничения демонических паразитов на всякий случай, как вдруг его лицо дрогнуло, и он повернул голову к небу. Хотя его культивация была запечатана, это не повлияло на силу его духовного чутья. Если он был прав, культиватор парящих племен снова пролетел над караваном племени серой цапли. Ханьли показалось это довольно странно.
Этот культиватор парящих племен явно искал его. В течение последних 2 недель они пролетали над экипажем каждые 3 дня или около того, но каждый раз пролетали мимо. Они также не задавали никаких вопросов смертным в караване, хотя Хань Ли использовал техники сокрытия, которые он подготовил. Хотя он чувствовал себя озадаченным, Хань Ли был рад, что они не очень активно искали его, и быстро закрыл глаза. В этот момент Инлу громко крикнул остальной части каравана: «Соберитесь! Через 2 дня мы прибудем в установленный храмом лагерь. Когда мы туда доберемся, мы можем спокойно отдохнуть несколько дней. Установленный храмом лагерь». Услышав это, сердце Хань Ли замерло. Немного пробормотав про себя, он больше не обращал на это внимания и снова сосредоточился на понимании заклинания. Через полдня Хань Ли почувствовал, что рядом находится караван другого племени. Он выглядел не очень большим, но у них было на десяток больше членов, чем в сопровождении племени Серой Цапли. С того направления, откуда они шли, они должны встретиться с племенем Серой Цапли примерно через 2 часа, но поскольку они выглядели безобидными, Хань Ли не стал говорить об этом Инлу. Приблизительно через 2 часа 2 каравана встретились, что вызвало небольшое волнение, однако оказалось, Инлу и лидер эскорта племени Красного Волка были старыми друзьями. Они были в восторге от их встречи и решили путешествовать вместе. Лидер племени Красного Волка, крупный мужчина с густой бородой, взглянул на экипажи Инлу и с любопытством спросил: «Брат Ин, у тебя есть бессмертный?» «Он в повозке». Инлу не стал отвечать, а вместо этого спросил: «А разве ты не брал бессмертных твоего племени в путешествие?» «Бессмертные». Крупный мужчина взглянул на Инлу раскосыми глазами и пробормотал: «Всего 1 бессмертный, но он не принадлежит моему племени, поэтому я заплатил ему огромную цену. Может, у тебя есть 2 бессмертных?» Поскольку они были старыми друзьями, он ответил честно: 2. Инлу вздохнул и сказал: «Всего 1, конечно. Мне удалось только уговорить его согласиться защитить нас и в этом путешествии». Затем они оба горько рассмеялись с чувством взаимного страдания. Затем Инлу добавил: «Хорошо. Сейчас мы находимся всего в 1 дне от лагеря, остальное пройдет гладко. Но после этого мы пройдем по территории большого племени по пути. Лучше быть немного осторожным. Может, будем путешествовать вместе с несколькими другими маленькими племенами по этому пути. Будет безопаснее, не говоря уже о том, что в наших рядах есть бессмертный». Крупный мужчина помедлил секунду и спросил: «Могу я подумать об этом? В последний раз, когда я присоединился ко многим маленьким племенам, у меня возникли проблемы, потому что одно из племен несло невероятно ценные вещи». Страх брата Ба не оправдан, Инлу неодобрительно покачал головой и сказал: «То, что маленькие племена, такие как мы, будут нести что-то драгоценное, намного ниже, чем наши шансы быть ограбленными по отдельности». «Хорошо, я еще подумаю над этим вопросом», — ответил лидер племени Ба. В этот момент сопровождающие 2 племен путешествовали вместе и вели дружеские беседы друг с другом. Особенно красивых женщин 2 племен окружали молодые мужчины, и они время от времени посмеивались. Поскольку эти женщины были выбраны для представления дани, они, естественно, были одними из самых красивых женщин в племени. Неудивительно, что мужчины были переполнены волнением. Когда Инлу услышал смех, он невольно покачал головой и собирался, чтобы они успокоились, опасаясь, что они побеспокоят бессмертного в экипаже. Но внезапно сверху послышался странный крик. Услышав это, Инлу изменился в лице и тут же взглянул на лидера племени Ба рядом с собой. Выражение лица крупного мужчины также было мрачным и переполненным ужасом. «Все сойдите со своих лошадей и спрячьтесь!» Поспешно закричал Инлу. «Это обезьяногрифы! Быстрее позовите бессмертного Ханя!» В этот момент лидер племени Ба громко закричал своему племени: «Спрячьтесь в повозках и позовите бессмертного Фена, чтобы он разобрался с этими демоническими птицами». От одного упоминания обезьяногрифов соплеменники запаниковали. Все они в ужасе поспешили слезать с лошадей, некоторые даже падали в спешке. Затем они легли на живот или заползли под повозки, глядя на небо с побледневшими от страха лицами. В небе было 3 черных точки, которые со временем увеличились в размере. Вскоре в них можно было разглядеть демонических птиц. У них была голова обезьяны и тело птицы. Их крылья простирались на 6 метров в длину, а на теле была пара обезьяньих лап. Они издавали истошные вопли, приводя в ужас любого, кто их услышит. Несмотря на то, что обезьяногрифы были всего лишь демонической птицей 2-го ранга, они были гораздо более жестокими и умными, чем другие демонические звери этого же ранга. Они были не только необычайно сильны и способны раскалывать металл своими когтями, но их чарующие крики были эффективны даже против культиваторов на ранней стадии заложения основ, не говоря уже о смертных.
Обычно их редко можно было встретить на равнинах, но теперь, когда появились трое, смертные были вне себя от страха. Холодно фыркнув, из одного из экипажей племени Красного Волка появился силуэт в синей одежде во вспышке красного света. Зависнув в воздухе в расшитом шарфе, он презрительно сказал, что тут паниковать. Это же демонические птицы второго ранга. Инлу тревожно взглянул на этого человека. Этот бессмертный также носил лазурный плащ на голове, и его голос звучал молодо. «Бессмертный Фен, пожалуйста, будьте осторожны. Здесь 3 обезьяногрифа!» Громко крикнул лидер племени Ба. Когда лидер племени Ба нанял бессмертного Фена, он знал, что культиватор находится на ранней стадии заложения основ, поэтому ему было бы трудно справиться с одним обезьяногрифом, не говоря уже о 3. Это привело в ужас лидера племени Ба. Инлу поспешно перевел взгляд на один из своих экипажей, лежа на животе. Он увидел другого человека, который тоже был в лазурном плаще. Мужчина стоял на коляске и смотрел на небо. Инлу почувствовал себя немного непринужденно при виде бессмертного Ханя. Если уровень его культивации был не слишком низким, то даже у 2 бессмертных был шанс совместно отразить атаку 3 обезьяногрифов. В этот момент 3 обезьяногрифов заметили появление бессмертного в голубых одеждах, парившего в воздухе. Они не знали, что среди сопровождающих был бессмертный, и понимали, что с ним будет трудно иметь дело, но они не хотели оставлять свою добычу. Некоторое время они колебались и кружили в воздухе, примерно в 300 метрах от них. «Ищите свою смерть», — фыркнул человек в синей одежде, увидев, что обезьяногрифы не отступают. Раздраженный, он поднял руку и одновременно выпустил несколько талисманов, мгновенно сформировав 3 трехметровых огненных змей, которые атаковали птиц. «Го!» Техника огненного змея. Хань Ли невольно вскрикнул от удивления. Хотя техника огненного змея была всего лишь низкоранговой техникой заклинаний, талисманы для этой техники были довольно дорогостоящими для культиватора заложения основ. Хань Ли почувствовал интерес к этому культиватору, однако вскоре он нахмурился и внутренне вздохнул. Хотя 3 огненных змея были сильны, 3 обезьяногрифа легко могли клониться от них с такого расстояния. Похоже, человек в синих одеждах очень плохо разбирался в технике огненного змея и не знал, как заставить их преследовать врага, когда они уклоняются, тратя талисманы только на подстрекательство обезьяногрифов. Самый большой из обезьяногрифов издал яростный крик, и все 3 одновременно расправили крылья, атаковав культиватора в синей мантии. Когда человек в синей одежде увидел, что огненные змеи были неэффективны, он на мгновение тупо уставился, а затем увидел 3 обезьяногрифов, устремившихся к нему. Затем в панике он бросился вынимать маленький сияющий белый меч и начал торопливо произносить заклинание, чтобы меч атаковал обезьяногрифов. Хань Ли почувствовал еще большее неодобрение при виде этого. Учитывая, что стервятники уже атаковали, лучше сначала установить защитный барьер на теле. Разве не было самоубийством использовать вместо этого магический инструмент для атаки? Было очевидно, что у этого культиватора не было опыта в бою, хотя маленький меч был высокоранговым магическим инструментом. Казалось, у него была хорошая поддержка со стороны. Человек в синей одежде произнес заклинание и завершил активацию магического инструмента к тому времени, когда прибыли обезьяногрифы. Во вспышке света маленький меч превратился в метровую полоску белого света и на огромной скорости ударил самого крупного обезьяногрифа. Обезьяногриф знал, что оказался в опасной ситуации, и попытался уклониться, но было уже слишком поздно. В итоге он вытянул свою когтистую лапу, чтобы заблокировать белую полоску света. Белая полоска остановилась на мгновение, а затем послышался оглушительный крик. Черный коготь был с легкостью рассечен полосой меча, и кровь брызнула в воздухе. Однако 2 другие демонические птицы уже оказались над головой человека в синем одеянии, их 4 когтя тянулись к его макушке.